Здравствуйте все подписчики моего канала «Просто о сложном». Приветствую вас на очередном выпуске. Перед тем, как вы начали прослушивать весь выпуск, прошу вас поставить лайк этому каналу, если он вам, этому выпуску, если он вам понравится. Подпишитесь на канал. Кнопка находится, вы сами знаете где. Это очень поможет продвижению моего канала и тому, чтобы просто о сложном узнали как можно больше людей. Мы продолжим этот выпуск про то, как более просто и более легко начать свое обучение игры на гитаре. Вы получили вчера первый выпуск, где я рассказывал, как я смогу вам это рассказать. Заранее говорю моим всем величайшим гитаристам, а если хотите, пишите мне в личку об этом. Я не претендую на право называться даже гитаристом. Я просто нашел такой путь, с помощью которого я смогу учиться сам игры на гитаре. И этот путь, мне кажется, наиболее не то что правильный, а наиболее короткий, без лишения финансовых или нервов, которые я сам до этого испытывал. Я испытал очень много вещей для того, чтобы самому учиться играть на гитаре. Я пробовал, перепробовал много и пришел к заключению после многих часов испытаний. Я вам даю личное мнение. Если кто-то с этим мнением не согласен, прошу спокойно идти в комментарии и обсудить их. Если же вам это поможет, я буду очень только этому рад. И начнем мы рассказ про гитары не с самих гитар, а с того, как извлекается звук из гитары и идет на прекрасные наши усилители или комбо-усилители, как их называют для гитар. Поверьте мне, я перепробовал множество комбо-усилителей. Ну, не совсем очень много. Я не шел в магазин, мне приходилось эти комбо-усилители покупать самому. И мне казалось, это единственное правильное решение, которое я делаю. Я тоже шел на каналы, и там, и сям рекламировали какой-то комбик. И все говорили: ой, вот это самое лучшее, что ты можешь сделать. И потом я понимал, что это совершенно не для начинающего гитариста. А некоторые вещи даже и вообще не подходят для никакого гитариста. То есть они так были сыро сделаны и выполнены. И пришел к заключению только к одной компании, к одному типу комбо-усилителей, который, по моему мнению, поможет для начинающему гитаристу, а может даже и не для начинающего, без лишних заморочек, так сказать, извлекать нужный звук. И это будут комбо-усилители компании Positive Grid. Сразу хочу предупредить, что это видео ни в коем случае не является рекламой компании Positive Grid и их продуктов. Более того, вы, наверное, видели в моих предыдущих одних видео, где сделал распаковку на наушники тоже от этой компании, которые напрямую подсоединяются сразу к гитаре и не составляют никаких проблем. Или там, если кто-то не хочет слушать то, как вы тренируетесь, то есть они полностью изолируют звук от окружающих. Звук слышите только вы, и это притом прекрасно. Я хочу просто, как всегда, поделиться своим опытом и, как всегда, рассказать, почему именно Positive Grid. Вы видите линейку из 3 комбо-усилителей. Вот такой малыш совершенно маленький, вот, от Позитива. В резиновой такой вот он красивой штучке для того, чтобы не бился, так сказать. Первое, что я хочу сказать вообще про всю продукцию Positive Grid, не говоря о маленьком вот этом или о мини, это был микро вообще, мини, который у меня Editional, Special Edition от Steve Vai, знаменитого гитариста американского.
Также у меня есть первая генерация вот этого их большого усилителя, с чего они, в принципе, можно сказать, и начали выпускать. И это был первый, который я купил. И потом я этот купил и этот купил. А потом уже наушники, так сказать, шел по нисходящей. Что я хочу сказать? Это изумительное качество исполнения продукта. Я не говорю об упаковке. Я не говорю о том, как они приходят, это тоже классно, это тоже классно. Они акцентируют внимание на все, начиная от того, как это сделано, то, что можно и гриль отсюда вот убрать, и посмотреть, что можно вот эту вот резиночку убрать полностью. Вот смотрите, я гриль убрал, сразу могу в середину посмотреть. Поставил на место, и можно даже заказать какие-то дополнительные. Здесь то же самое. Здесь то же самое будет, я не буду снимать. Все они сделаны, мне такое ощущение, что они вечные, они таки останутся вечные. Но кто-то, кто имеет другие комбо-усилители, например, от Marshall, большой респект этой фирме, а также от Yamaha, к примеру, или что-то еще, скажут, да, они все сделаны так, чтобы вынести удар атомной бомбы, не дай бог, так сказать. И все они такие же, вот хорошо выполнены, крепкие. Все, да не все, наверное, я не могу точно сказать, но я попробовал комбо-усилители других фирм, не буду сейчас, как выражаются в интернете, хейтить эти фирмы. Поверьте мне на слово, я их попробовал, что они выдают. Да, звук выдают, но тут дело не об этом. Звук они все выдают хороший, может быть даже лучше какой-то комбо-усилитель будет выдавать звук, или там связка. Но тут сама концепция. Я вам сейчас скажу, в чем это заключается и почему это настолько хорошо. Я вам даже не показываю, видите, не подключаю гитару. У меня просто стоит маленькая гитарка здесь. В чем тут дело? Дело в том, что у этих усилителей, у этой фирмы, много последователей и много тех гитаристов или любителей, которые очень ее любят. Это раз. Второе, сама фирма тоже завязана на гитары и на другие какие-то музыкальные инструменты, для того, чтобы выдавали эти инструменты нормальный звук. И они это всегда поддерживают свои продукты. А как они поддерживают? Как я вам говорил ранее, что такое звук и игра? Мы сейчас берем электрогитару. Это сам инструмент, это комбо-усилитель соединения с комбо-усилителем через что-то. Это через беспроводные технологии или с помощью провода. Это уже другая история. Я тоже про нее коротко в следующих выпусках, конечно же, расскажу. В чем тут еще может быть? В чем они могут быть лучше, чем другие? И почему это действительно просто от такой сложной вещи, как игра на гитаре? А просто это заключается вот в чем. Что кроме того, что, как и на всех усилителей, вы посмотрите, у них у всех есть переключение на Fear, Hot, Medium или что-то еще. Видите, много переключений, High Gain, Metal. Это у многих сейчас комбо-усилителей есть. Много регулировок. Здесь также. Даже в этом малыше вы не увидите, но есть переключения тоже разные. Видите, кнопки стоят, и громкость и так далее. И пресеты, вот, которые там уже прошиты, вы можете переключать. Сейчас мне скажут, слушайте, так это на всех комбо-усилителях есть. У них что-то в пресетах есть, и мы играем. Но понимаете, когда вы хотите изучить какую-то композицию, не всегда пресет, который находится в середине, подходит очень хорошо для того, чтобы его использовать в том или ином усилителе. Ко всему прочему, многие усилители не имеют такой хорошей базы этих пресетов или нет такой хорошей коммуникации со своими фанами, будем говорить, не имеют такую большую фан-базу, чтобы эти люди имели возможность делать эти пресеты в специальной программе, которая соединяется с любым из комбо-усилителей компании Positive Grid или с наушниками, которые я тоже показывал распаковку. И этот пресет можно очень просто загрузить в какой-то из этих комбо-усилителей или каких-то продуктов. Имея эту программу на вашем мобильном телефоне от Android или Apple.
даже не на телефоне, это можно загрузить и на планшет. По поводу этой программы мы коснемся тоже в следующих наших выпусках. Но заключается вот в чем. Что если вы захотели, допустим, изучить какую-то композицию, ну, допустим, группа Metallica, возьмем, допустим, Kill 'Em All диск и какую-то композицию из этого диска. Может, для бывалых гитаристов это не сюрприз, для новичков это сюрприз, что каждая песня имеет свой определенный звук. А почему? Потому что туда добавляются, кроме самого усилителя, добавляются, если надо, педаль, к примеру, для дисторшена. Туда добавляется, ну, эффект дисторшена. Он бывает больше или меньше. Туда добавляются разные эквалайзеры, туда добавляются разные сапрессоры и так далее и тому подобное. Более того скажу, усилитель каждый, это для новичка будет, наверное, сюрприз, издает звук совершенно разный. Поэтому какие-то группы, если вы посмотрите, ведут свои концерты и пользуются, к примеру, только аппаратурой компании Marshall. Кто-то играет на Yamaha, кто-то играет на других усилителях более такой узкой специализации. И вы не можете, изучая каждую группу, или вы фан этой группы, купить иногда даже такой усилитель, потому что, как я вам говорил ранее, если вы слушали мой предыдущий выпуск вчерашний, эти усилители достаточно дорогие. И это будет не просто усилитель, это будет усилитель, кабинет, что-то еще. И это может вам обернуться в тысячи и в тысячи долларов или там евро. И не всегда вы его быстро достанете. Так что, вы будете для каждой группы, которой вы хотите какую-то композицию сыграть, покупать определенный набор аппаратуры? Ну, если вы имеете такое финансовое положение, ради бога. И это будет, так сказать, честная такая штука, что вы купили вот эту аппаратуру, точно такую же скопировали, как, к примеру, у Металлики, и играете некоторые вещи, которые играет Металлика. Притом вы должны эту аппаратуру тоже настроить. И тут снова мы сталкиваемся. А вы начинающий гитарист, вы понятия не имеете, как это делать. Вы даже не знаете, как педалью пользоваться правильно. Вы не знаете даже, как настроить гейн. А что происходит? Какая магия происходит вот в этих? Вам не надо об этом думать. Вы заходите в программу, вы вбиваете название той композиции, которую вы хотите научиться играть, и вам выдает порой такой гигантский список уже пресетов, в которых входят вот эти усилители и все остальное, что, помяните мое слово, если вы это увидите, вы обалдеете. Притом там, как говорится, на вкус и цвет. Где-то больше гейна добавлено, где-то больше громкости, где-то что-то еще. То есть, если вы даже потом сделаете, имея уже усилитель такой, сделаете что-то под вас, немножко там отрегулируете в программе, вы можете сохранить и поделиться с остальными в этой же программе. Это очень просто и очень сокращает время и финансы для изучения той или иной композиции. Вы можете играть блюз, какую-то вещь изучать, и вдруг вы закончили играть блюз, вам хочется тут же начать играть, ну, к примеру, что-нибудь из хард-рока, допустим, из Iron Maiden. Вам надо только загрузить этот пресет той композиции, которую вы хотите изучать, и он немедленно очутится на каком-то из этих комбо-усилителей, и звук будет, вы сами можете это потом убедиться, звук будет точно такой же, как играла эта группа на каком-то концерте или на альбоме. Ну, он может быть немножко другой, в зависимости от того, как этот звук видит какой-то другой человек, и у него есть звук. Но вы сможете выбрать из списка, и это совершенно бесплатно. Никто за эти пресеты с вас денег не возьмет. Более того, вам скажут спасибо, когда вы будете загружать туда свои пресеты. Позитив Grid, профессиональные музыканты, также помогают, как и Steve этой компании. И также загружают все эти пресеты в эту программу.
и вы можете увидеть, Positive Grid выдает профессиональные пресеты, которых у вас может быть сотни. И вы можете их по очереди грузить на клавишу переключения пресетов и играть. Это сокращает ваше время. Вот это и есть просто о сложном. Вы загружаете, вы берете гитару, вы настраиваете ее с помощью тоже программы и усилителей Positive Grid. Очень просто настраиваете. Там буквально любой человек сможет настроить гитару. И не бегать там, и не прислушиваться и так далее. Вам надо просто, вот пожалуйста. Вы не хотите бегать и искать? Пожалуйста, я вам даю готовое решение. Настроили гитару. Сегодня вы изучаете Би-Би Кинга. Вы загружаете пресет, или он у вас хранится уже. Подгружаете его в один из комбо-усилителей или в наушники. И о боже, ваша гитара начинает играть звуками Би-Би Кинга. Хотя вы играете, к примеру, на гитаре компании Ibanez, а гитара у Би-Би Кинга была совершенно другая. Gretsch, ну, если что. Или вы загружаете пресет группы Metallica. Они играют на гитарах фирмы в основном PSL TD. В прошлом выпуске она была в кадре, Iron Cross. А у вас гитара, допустим, какой-то, ну, не очень известной фирмы. А звук будет примерно тот же самый. С некоторыми различиями, если у вас совсем уж плохая гитара. Или вы ее плохо настроили. Вот поэтому это решение будет самое простое. И поверьте, проверенное не за один раз, не за два, не за три. Я это тестировал и смотрел в течение года, более года. Если точно сказать, практически 3 года я тестировал и смотрел, какой же правильный путь для изучения игры на электрогитаре. Я повторяюсь, подпишитесь на мой канал, и вы будете узнавать намного интересных вещей, которые можно делать просто и не заморачиваться вот с покупкой и экспериментами комбо-усилителей, или с покупкой и экспериментами с какой-то другой электроникой или какими-то девайсами, которые сейчас производят прямо, и они не всем нужны. Я даю вам честное очень мнение человека, которому не платили за эту рекламу. Это просто личное мнение путем больших экспериментов и затрат. Я хочу просто вас уберечь от этих затрат и дать вам в руки нужный инструмент. В следующем выпуске мы обязательно разберем то, как вы подсоединяете гитару к этим комбо-усилителям. Я вам покажу еще одну мою гитару обязательно из моей коллекции небольшой. И мы проэкспериментируем, какие звуки она может извлекать с помощью также небольшого обозрения на программу от Positive Grid. И вы увидите воочию, что это работает. А дальше и дальше, если вы подпишетесь и поставите колокольчик моему выпуску, вы увидите выпуски о том, а откуда брать ноты, а откуда брать вот эти табулатуры. И что это такое? Совершенно простым языком. Я вам расскажу, какой программой лучше пользоваться, чтобы научиться играть на гитаре. И это работает 100%. Я вам покажу, откуда брать. И опять это бесплатное слово. Я сейчас скажу, не платя. Табулатуры. Там тоже выкладывают люди, такие же фанаты Positive Grid. Выкладывают свои табулатуры на какие-то произведения, и вы можете по этим табулатурам учиться очень просто, эффективно и без лишней головной боли. Поэтому призываю вас, заходите на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы следить за следующими выпусками. Я жду ваших комментариев по этому или ваших предложений, что бы вы хотели еще узнать. Пишите, я обязательно отвечу каждому, кто написал мне.
пишите, пожалуйста, не стесняйтесь, и я вас вовлекаю в какое-то обсуждение. Если вы поставите какую-то рецензию этому видео, я поблагодарю вас за любую, плохую или хорошую. Мы стараемся двигаться в правильном направлении и давать правильные рекомендации нашим подписчикам и нашим слушателям. А на этом все. Спасибо за то, что вы зашли на этот канал. Спасибо, что вы поставили уже лайк. Я так надеюсь. И до новых встреч.